Вы когда-нибудь слышали о горилле, которая умела общаться с людьми с помощью языка жестов? Играла с котятами, шутила, умела водить машину и знала более 1000 слов. А что, если я скажу вам, что эта горилла размышляла о смерти и даже оставила миру леденящее душу послание перед тем, как навсегда уйти? Сегодня я расскажу вам удивительную историю Лулу, гориллы, которая заставила нас по-новому взглянуть на границу между человеческим и животным разумом. 6 июня 1972 года, в День независимости США, в зоопарке Сан-Франциско на свет появилась маленькая горилла, которой дали имя Ханаби-Лу, что в переводе с японского означает «дитя фейерверков». Позже это имя сократили до простого «Лулу». Уже тогда никто не мог предположить, что эта малышка однажды перевернет наше представление о том, на что способны животные. Детство Лулу нельзя назвать простым. В младенчестве она заболела, и ее пришлось отделить от матери для лечения. Когда Лулу наконец вернули к матери, та отвергла ее, отказавшись признавать своим детенышем. Малышка оказалась одинокой в клетке, полной чужих горилл. Но судьба уготовила для нее нечто особенное. В 1973 году молодая студентка Стэнфордского университета Маргарет Паттерсон решила взять Лулу под свою опеку. Маргарет работала над докторской диссертацией о коммуникации с человекообразными обезьянами и хотела обучать гориллу языку жестов. До этого гориллы считались не самыми умными приматами, к тому же потенциально агрессивными, поэтому ученые не особенно стремились установить с ними контакт. Но эксперимент Маргарет полностью изменил это представление. Начало обучения было непростым. Когда людей обучают языку жестов, инструктор обычно может взять руки ученика и сложить их в нужные позиции, но Лулу не позволяла к себе прикасаться. Маргарет приходилось показывать горилле предмет, а затем соответствующий ему жест. И так много раз подряд. Оказалось, что Лулу обладает невероятными способностями к обучению. Первое, что она продемонстрировала своей учительнице, был жест, обозначающий жажду. Один палец касается губ, остальные согнуты. Со временем между ученой и гориллой зародилась настоящая дружба. Лулу даже удалось переселить из зоопарка в специальный вагончик-лабораторию на территории университета. У гориллы была своя комната, но она имела доступ во все помещения, включая комнату Маргарет. Для безопасности в вагончике была установлена клетка, но она так ни разу и не понадобилась. К 3 годам Лулу уже уверенно использовала около 200 слов на языке жестов. Она быстро осваивала не только названия предметов, но и умела выражать свои чувства. Когда Лулу показали изображение другой обезьяны, которую собирались купать, а Лулу не любила купаться, она сообщила: «Я там плакать». Увидев лошадь с уздечкой во рту, умная горилла сразу же показала: лошадь печальна, зубы. Самое удивительное, что Лулу не только понимала и использовала язык жестов, но и проявляла настоящее чувство юмора. Однажды она назвала себя «хорошей птичкой» и утверждала, что умеет летать, а потом призналась, что это неправда, она шутила. В другой раз она дернула Маргарет за волосы, а потом, смеясь, жестом попросила прощения. Это свидетельствовало о том, что Лулу обладала теорией разума, пониманием того, что у других существ есть собственные мысли и чувства, отличные от ее собственных. Если Лулу не знала названия какого-то предмета, она изобретала свое, соединяя знакомые слова. Например, кольцо, которое носила Маргарет, Лулу назвала «браслет-палец». Разве это не логично? Ведь кольцо действительно похоже на браслет для пальца. Подобная лингвистическая находчивость проявлялась и в других случаях. Когда она впервые увидела маску, то назвала ее «глаз-шляпа»,
а, смотря в чашку без воды, показала жест «пить нет». Такая способность к словотворчеству свидетельствовала о том, что Лулу не просто запоминала жесты, а действительно понимала их смысл и могла творчески комбинировать их для описания новых понятий. Скептики говорили, что доктор Паттерсон просто дрессирует Лулу, как цирковое животное. Но факты свидетельствовали об обратном. Оставаясь в одиночестве, Лулу играла со своими куклами и вела с ними долгие беседы на языке жестов. Она даже пыталась общаться на языке жестов с другими животными, а когда не получала ответа, переключалась на неодушевленные предметы. Такое поведение сложно объяснить простой дрессировкой. По результатам различных тестов IQ, Лулу оценивался в диапазоне от 70 до 90 баллов. Уровень ниже среднего человеческого, но все равно потрясающий показатель для животного. Она умела рисовать примерно на уровне 4-летнего ребенка, изображая любимые игрушки и окружающий мир. У Лулу даже был бойфренд, самец гориллы по имени Майкл, которого также обучили нескольким словам на языке жестов. Они составили первую в мире пару животных, владеющих человеческими средствами общения, и использовали язык жестов не только для обмена бананами. Когда Майкл оторвал ногу у куклы Лулу, она назвала его «грязным плохим туалетом». Особенно трогательной историей в жизни Лулу стала ее дружба с котятами. На свой день рождения в 1984 году она попросила смотрителей подарить ей кошку. Ей принесли несколько бездомных котят на выбор. Внимательно рассмотрев каждого, она решила оставить себе серого котенка и назвала его All Ball. Лулу ухаживала за котенком, как за собственным детенышем. Нежно носила его на спине, обнимала и даже пыталась кормить грудью. Несмотря на свои огромные размеры, горилла была невероятно осторожна с маленьким питомцем, стараясь не причинить ему вреда. К несчастью, в том же году котенок выбежал из вольера и погиб под колесами машины. Реакция Лулу на смерть любимца потрясла даже опытных ученых. Когда ей сообщили эту печальную новость, она сперва словно впала в шок. Сидела тихо, как будто не слыша, а затем начала издавать тихие стоны, горестные звуки, которые у горилл обозначают плач. Она делала знаки, указывающие на печаль, хмурила брови и использовала слова «грустно» и «плохо». Сложив руки у щеки, жест «спать», она несколько раз повторила «спать, кот», как бы пытаясь принять, что ее друг уснул навсегда. После смерти котенка Маргарет заметила, что Лулу в течение нескольких дней издавала звуки, похожие на человеческий плач. Она отказывалась играть и все время повторяла жестами слово «грустно». Эта способность переживать утрату и выражать горе сближала Лулу с человеком еще сильнее. В последующие годы у Лулу появились новые питомцы-котята. На свой 44-й день рождения она получила 2 новых котят, которых назвала мисс Блэк и мисс Грей по их окрасу. Видеоролики, где огромная горилла нежно гладит крохотного котенка, стали вирусными в интернете, вызывая умиление и восхищение по всему миру. Однажды одна из сиделок показала ей скелет и спросила, живой он или мертвый. Лулу ответила жестом «мертвый». На вопрос, куда деваются мертвые гориллы, Лулу спокойно ответила «удобная нора» и послала воздушный поцелуй на прощание. Это заставило многих задуматься о том, насколько глубоко горилла понимала концепцию смерти. В последние годы жизни Лулу стала своеобразным послом природы. Она призывала людей заботиться о планете и других животных. «Природа следит за вами», — говорила она на языке жестов, что звучало немного угрожающе, но заставляло задуматься. Она словно чувствовала ответственность за всех своих сородичей, оставшихся в дикой природе. 16 мая 2019 года, не дожив всего несколько недель до своего 47-го дня рождения,
Лулу тихо ушла из жизни во сне. Ее смерть оплакивали миллионы людей по всему миру, для которых эта горилла стала символом межвидовой дружбы и понимания. Но перед тем, как покинуть этот мир, Лулу оставила человечеству леденящее душу послание. Как будто обладая глубокими познаниями в истории человечества, она передала нам слова, заставляющие задуматься о сути отношений между людьми и природой. «Я — горилла. Я — природа. Человек Лулу любит. Земля Лулу любит. Но человек ошибается. Лулу плачет. Исправьте землю. Помогите земле. Природа видит тебя». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.